суток всем тем, кто интересуется написанием музыки, в частности драм-н-бейса, кто интересуется теорией звука, какими-то нестандартными подходами или просто хочет открыть для себя что-нибудь новое. Сегодня я хочу вам рассказать о синтезаторе Electronica M25. Применять я его буду сегодня для записи басовой и лидовой части своего треков. Я хочу таким образом разнообразить немножко трек аналоговым звуком. В принципе, в интернете, на YouTube вы можете найти какие-то обзоры этого синтезатора, как и других советских синтезаторов, но мне они, допустим, не всегда интересны по той простой причине, что обычно это перебор каких-то пресетов. То есть человек зажимает ноту, перебирает какие-то настроечки, пытаясь показать, какой звук может дать этот синтезатор. Мне это не всегда интересно, потому что я хочу обычно услышать звучание инструмента в контексте использования. То есть, как может какой-то музыкант там в каком-то стиле добиться с помощью вот этого инструмента каких звуков. То есть бывает очень интересно, когда на простом каком-то синтезаторе люди добиваются неимоверных звуков. Собственно, поэтому я решил записать этот видеоролик, чтобы показать, как можно применять электронику M25 при написании драм-н-бейс, дабстеп музыки, возможно. В принципе, на ней можно извлекать некоторые космические звуки. У нее можно хороший бас, и высокие частоты здесь тоже очень довольно-таки приятные. Собственно, синтезатор Strings. Тут есть такая приписочка. То есть Strings как бы подразумевает, что это струнные, хотя здесь 3 модуля, и называются они Strings, орган и духовые. То есть орган как бы немножко выпадает из струнных, это не струнный инструмент, но вот посчитали, что нужно назвать синтезатор именно вот так. Первые 2 модуля мне не интересны, они немножко различаются звучанием, и по сути здесь из регуляторов есть только громкость тембров. Для баса это 3 тембра, 3 громкости, и для высокой части 2, аналогично в органе. Самая интересная часть на электронике — это все-таки духовые, потому что здесь уже есть более знакомые электронным музыкантам, скажем так, модули регулятора. Это огибающая, фильтр и модулятор. То есть огибающая — это, собственно говоря, атак, релиз и все такое остальное. Модулятор — это то, что в английском называется LFO. Ну, если объяснить своими словами, это синусоида управляющая, которой можно управлять каким-то параметром. Вот. И, собственно, самая интересная, наверное, часть — это фильтр. Фильтр — это по-английски LP, то есть он срезает высокую часть, то есть можно услышать вот. Там регулятор немножко разбит, поэтому так оно иногда потрескивает. Здесь еще есть настроечка акцент. Ну, так они ее назвали, но она напоминает чем-то Q, добротность или резонанс, возможно. Но почему-то создатели этого синтезатора назвали ее акцент. С помощью, кстати, этой ручки, в принципе, можно добиться очень интересных звуков, космических звуков каких-то пионерских наших фильмов, мультфильмов, там, где всякие роботы, потому что этот фильтр имеет свойство заводиться. То есть вот если сейчас я попытаюсь что-то извлечь. Я думаю, вам знакомы такие звуки по нашим советским каким-то фильмам. Наверное, 90-х годов, потому что конкретно этот синтезатор выпуска 92-го года. Вот, собственно, вот этой частью, фильтром и духовой частью я буду пользоваться, потому что она самая интересная. И здесь, в принципе, есть все, что мне нужно. Синтезатор подключен через микшер, чтобы немножко усилить сигнал. Далее выход с микшера идет в компьютер, в линейный вход звуковой карты. Звуковая карта с аппаратным ускорением ATIO. То есть никаких задержек я не ощущаю, не чувствую. Единственные задержки могут внести какие-то плагины. В данном случае, допустим, на канале, на который я завел синтезатор, у меня стоит Wavas X-Noise. Это шумодав, мягко говоря. Он вносит какую-то задержку, потому что по ходу действия, в принципе, нужно отфильтровать
собственные шума синтезатора. Если я сейчас выключу, можно услышать, как там щелчки, шумы какие-то свои синтезатора. Ну, мне они в данном случае не нужны, я их фильтрую. Собственно, о синтезаторе все. У меня есть заготовка, некая идея, которая появилась, как всегда, спонтанно. То есть это какая-то легкая мелодия, набросанная в пиано-роли, будет звучать с помощью Eddie Roll Orchestra, инструментом пианино. Есть какой-то легкий пэд, есть несколько редимов, которые я набросал, чтобы как-то строить конструкцию, от чего-то отталкиваться, паузы расставлять. И звучит эта идея, в принципе, вот так. Собственно, вы слышали, баса сейчас нет в этой мелодии, так сказать, совсем. Собственно, что мы будем сейчас записывать с помощью электроники. Вход, канал этот 8, я еще разбиваю на два канала, 9 и 10. Сейчас поясню зачем. На 9 канале у меня стоит эквалайзер от Solid Stage Logic. Почему я им пользуюсь? Потому что здесь, возможно, есть и в других, но по сути я знаю только этот эквалайзер, в котором есть стимулятор фильтра Чебышева. Это фильтр, который позволяет очень резко, более, по-моему, 60 дБ на октаву срезать частоты, то есть для полного вырезания частоты. Я пользуюсь на этом канале, срезая все, что выше 500 Гц, даже чуть больше, там 600 Гц, и все, что ниже 30 Гц. Ниже 30 Гц находится шум обычно, то есть он не нужен, а вот от 30 и выше там, в принципе, находится область саббаса, она, в принципе, наверное, пригодится. А на втором канале, на который я вывожу этот же бас, я делаю обратный процесс, то есть я здесь срезаю все, что ниже 500 Гц. Далее немножко расширяю стереобазу, не немного, а сильно расширяю стереобазу, чтобы был более объемный звук. И немножко лимитером подтягиваю, выравниваю звук. Что получается? Получается, мы получаем сигнал на 8 канал, где он разбивается на нижнюю часть свою и высокочастотную. Нижняя часть, кстати, в монорежиме. Если вы не обратили внимание, ручечка есть такая своп, смешать каналы, стоит в пределе. То есть это значит, что правый и левый у меня смешаны в один. То есть здесь моно сейчас звук. Если я что-то нажму, можно увидеть, что звук моно. То высокочастотная часть уже стерео, причем она очень хорошо расширена, и на нее еще можно набрасывать, в принципе, другие любые эффекты, фленджеры, хорусы, в данном случае здесь ревербератор. Сделано это для того, чтобы не мешать басу. В принципе, бас редко обрабатывается какими-то, скажем так, ревербераторами. Иногда изредка его украшают, чтобы подвинуть как-то в пространстве, но обычно бас моно, и он должен быть не в гармонии, так сказать, он должен работать параллельно с ударными, чтобы создавать методом каких-то пауз, синкоп, так называемый грув, то есть басы ударные, по сути, составляют драйвовую часть композиции. Поэтому здесь нужен минимум эффектов, поэтому я сделал именно так. Вот можно сейчас, кстати, нажать ноту и посмотреть, что происходит. То есть в 9 канале вы можете видеть басовую составляющую звука, а в 10 канале вы можете услышать, в принципе, можно и отдельно послушать. Вот так. Это высокая часть сигнала, это низкая. Слышно, да?
Вот, собственно, и все. Единственное, как вы слышите, звук по синусу двигается, то есть громкость его плавает. Сделано это я для того, чтобы бас модулировался со скоростью трека. То есть у меня вот на 9 канале, нет, не на 9, на 8 стоит пик-контроллер, и он настроен так, чтобы на каждый 8 шаг, да, 8, громкость менялась синусом вверх-вниз. Это позволит получить мне бас именно таким, как я его себе представляю, то есть плавающим и как бы подчеркивающим удары. Ну, собственно, с коммутацией разобрались. Еще, наверное, стоило рассказать о том, что, в принципе, когда используете какие-то аналоговые синтезаторы в своем проекте, то желательно проверять их настройку, потому что они имеют свойство расстраиваться. То есть, если вы знаете такого исполнителя, как Жан-Мишель Жара, это, если я не ошибаюсь, в Space группе он еще играл на лазерах, может быть, я не прав, но, в общем, он обычно выступает с каким-то громадным количеством аналоговых штук, синтезаторов, и им, в принципе, на YouTube можно найти ролики, где в результате какой-то перевозки или еще чего-то настройка сбивается. И, то есть, естественно, играть на нем нельзя. Звуки он издает ужасные, а времени настроить его нету. И это очень мешает и портить. То есть наш синтезатор в идеальном случае должен играть ровно в тон с проектом, который в компьютере. Поэтому, по сути, нужно синтезатор настроить. Я его вроде бы настраивал, но настроечку проверить нужно. Это было не сегодня. Для этого я открываю какой-нибудь пустой паттерн и нажимаю клавишу известную. Можно, в принципе, послушать строй. Он практически настроен. Здесь вот есть в углу, наверное, не видно на видео, регулятор так и называется, строй, который позволяет, в принципе, опускать тональность практически там на по-моему, 6 тонов. Есть еще тут такая замечательная ручка транспозер, которая якобы должна помогать делать эффект вибрато. То есть, если я зажимаю клавишу и двигаю транспозером, я повышаю ноту. Для каких-то, наверное, эффектов это сделано, но в принципе я ей не пользуюсь, и, наверное, никто не пользуется, потому что она очень неточная, она срабатывает каждый раз по-разному. Ну, в общем, это советское производство. Кстати, синтезатор этот весит более 20 килограмм, насколько я помню. Внутри более 100 транзисторов КТ-315. И, по-моему, там вообще нет ничего цифрового, даже огибающее и генератор, так сказать. Осциллятор там сделаны на аналоговых микросхемах. Но я не уверен. Собственно, синтезатор наш настроен. Сейчас я, наверное, могу отключить все мешающие мне каналы, то есть это пиано, пэды, оставить только ударные и попробовать что-то записать. Сейчас, чтобы было видно. Хотя нет, пиано мне нужно, чтобы вступить. Секундочку, я включу. Но я отключу на нем все эффекты, чтобы оно не мешало. Хотя пусть будет с эффектами. Так, записывать нужен 8 канал. В Fruity Loops это делается вот таким образом. Кнопочка Rec, как только я нажму и выберу, что я буду писать, начнется запись. Я сейчас надену наушники, чтобы более точно контролировать звук как-то. И попробую записать. Естественно, в этом синтезаторе нет MIDI или чего-то. Именно MIDI, кстати, здесь, да, нету. Хотя здесь есть очень какая-то подобная система. Сзади есть выходы с надписью «Запись», и на них уровни то ли 25, то ли 10 вольт. То есть возможность коммутирования этих синтезаторов была какая-то. Но использовать ее современными устройствами, естественно, нельзя. Пробуем записать.
Собственно, вы слышали, практически вроде бы сыграл ровно, и звук получился такой, как я хотел, то есть раскрывающийся от более низкочастотного, то есть вначале более закрытый, и постепенно с нарастанием композиции звук раскрывается. То есть по частотам. Можно послушать, как это звучит, только нужно переставить канал, который мы записали, на 8, потому что по умолчанию Fruity Loops записанный канал воспроизводит в следующем канале по номеру. Нужно вернуть его туда, где у меня стоит обработки, на 8 канал. Можно послушать. Ну, в общем-то, получилось довольно неплохо. В принципе, потом можно будет что-то вырезать, нарезать. Как вы слышали, вначале была слишком низкая громкость почему-то сигнала. Я ее добавил в сэмплере. Вот здесь вот. А на вкладочке другое. Есть громкость сэмпла. Хотя можно было нажать, наверное, кнопочку «Нормализовать» вот здесь. Ну, я предпочитаю вручную настраивать громкость сигнала, чтобы не перегружал сильно. В принципе, басовая составляющая какая-то есть. Теперь бы неплохо записать еще с этого синтезатора высокие всякие звуки. Они очень интересны здесь. Сейчас я переключу синтезатор на другой канал. То есть на 8 он мне больше не нужен. На 11, 4, так. И, наверное, не буду даже его никак обрабатывать. Немножко накину ревера. Да. Такой это на этом канале на посыле здесь очень глубокий ревер стоит, он повторяющийся такой, и будет такой тягучий звук. Вот, в принципе, можно, наверное, уже послушать. Я нажму кнопку октава, она повышает всю клавиатуру на 1 октаву вверх, и можно услышать вот такие звуки, да? В принципе, все работает, только довольно тихо, поэтому я немножко выведу погромче. Вот такие интересные звуки можно получать. И сейчас я попытаюсь что-нибудь наиграть этими звуками, которые, в принципе, с помощью вот этого, как я говорил, фильтра, который имеет свойство заводиться, можно доводить до каких-то предельных таких моментов, когда они даже начнут свистеть, издавать какие-то звуки. В общем, чего очень сложно и порой невозможно добиться какими-то VST-плагинами. То есть это придает очень большую живость звучанию. Это приятно, и по сути нет повторяющихся каких-то моментов. Мелодию дважды сыграть одинаково не получится. Пробуем.
таких вот космических звучаний можно добиться с помощью электроники M25. Вы слышали, вначале здесь был такой щелчок. Это бывает, не срабатывает клавиша. Там очень интересная система, когда бьешь по клавише, там две проволочки, и они либо замыкают на средний стержень, либо размыкают. И бывает, эти проволочки не срабатывают. Из-за этого получаются вот такие щелчки. Их нужно, естественно, потом фильтровать, вырезать. То есть сейчас в данном случае мне этот щелчок не нужен. Хотя из вот таких необычных шумов, щелчков можно создавать очень интересные композиции. Многие музыканты, наоборот, пользуются преимуществами всякого разного шума. Вот еще видно тоже, что есть щелчок какой-то. Так, я сейчас его тоже вырежу. Так, теоретически, в принципе, здесь больше никаких проблем нет. Может быть, в конце вот здесь, но я не уверен. Сори. Послушаем. Нет, это все-таки, да, это лишний был кусочек. Значит, его можно спокойно обрезать. Тоже перебрасываем этот канал на канал с обработками. То есть это канал номер 11, да. Вот. По умолчанию он его даже никуда не поставил. То есть, значит, канал номер 11 нам нужно. 11, и в принципе, возможно, та же проблема с громкостью, поэтому я немножечко добавлю громкости. Можно послушать, как это сейчас уже звучит в целом. Слушаем. Ну, теперь вы имеете представление, какие высокочастотные звуки издает этот синтезатор, о чем я, собственно, говорил в начале. Порой очень сложно добиться такого чистого и приятного звука от какого-то VST-плагина. Я думаю, вы обратили внимание, что у нас очень много шумов, а все это потому, что на этом канале нет Wavves X-Noise, поэтому мы его тоже туда поставим. Wavves, где он? Сейчас, секундочку. Вот, X-Noise. Это шумодав. Работает он по принципу, нужно замерить часть звука. Для этого нужно найти кусочек трека, который шумит. По сути, вот у нас есть кусочек. Выставить. Сейчас Wavves открыть. И в момент, когда будет шум, нужно его, так сказать, записать. Включаем. И вот здесь вот шум. Его нужно записать. И создана огибающая, которая соответствует шумовой составляющей звукосинтезатора. И, собственно, теперь уже можно подкручивать наш шумодав. Это глубина шумопонижения, а это качество обработки. То есть на очень каких-то сложных сэмплах желательно ставить количество, вернее, поменьше, потому что будет замыленный звук, будут как артефакты, как будто MP3 играет низкочастотное, в низком килобитрейте. То есть, но здесь, в принципе, это не нужно. Я думаю, вот так достаточно. Можно прослушать кусочек. Вот здесь вот будет слышно. Сейчас послушаю. Как видите, весь шум пропал. Единственное, остались такие щелчки. Ну, с этим я уже буду бороться ручным способом, то есть вырезать их.
1, 2, 3. Я вернулся. За это время я успел построить каркас композиции, над которой можно будет в дальнейшем работать. Выстроил все по порядку. Немножко вырезал щелчки там, где были, какие-то шума. Хотя здесь еще их очень много, нужно будет скрупулезно все это вырезать. Но каркас композиции, в принципе, есть. Еще будет яма и какая-то финальная часть. Естественно, будут написаны более разнообразные линии ударных. Но за основу принять можно. Сейчас я вам включу то, что получилось. У меня еще, правда, назначены на MIDI-контроллер сейчас ручки Delay, фильтра, некоторых ревербераторов здесь посылов. Я буду немножко подыгрывать. Слушаем.